Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, я косметолог, и сегодня вы узнаете, как в домашних условиях очень быстро омолодить даже самую дряблую кожу. Сегодняшняя маска на основе касторового масла и коллагена. Это желатин, природный коллаген, который доступен и очень часто используется в домашнем уходе. Сегодняшняя маска подтягивает овал лица, сужает расширенные поры, убирает повисшую кожу. Также сегодняшняя маска хорошо питает и улучшает тургор кожи, убирает морщины и уплотняет кожу. Маску можно нанести на кожу лица, на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Также для подтяжки кожи вокруг глаз и для того, чтобы убрать гусиные лапки, нанесите эту маску и на кожу вокруг глаз. Для достижения наилучшего эффекта сделайте эту маску за час до сна, и утром кожа будет выглядеть как после очень дорогого салона. Также для достижения наилучшего эффекта чередуйте эту маску с другими масками, рецепты которых вы можете найти на моем канале. Сделайте эту маску 2 или 3 раза в неделю. Маска подходит для всех типов кожи. После применения этой маски поделитесь своим впечатлением и напишите свой отзыв в комментариях. И давайте приступим. Для сегодняшней маски нам понадобятся простые доступные ингредиенты. Все маски на основе касторового масла отлично омолаживают кожу. В этом рецепте очень важно соблюдать порядок добавления компонентов. Начать процесс приготовления маски нужно с компонента, который будем постепенно добавлять. Нам понадобится желатин. Желатин – это природный коллаген, который отлично взаимодействует с касторовым маслом, но чтобы маска получилась качественная, обязательно соблюдайте порядок приготовления этой маски. Возьмите 1 чайную ложку желатина. Желатин лучше всего взять очень мелкого помола. Если у вас желатин крупный и пересушенный, то перемелите его в кофемолке так, чтобы получился порошок. Это облегчит процесс приготовления сегодняшней маски. Также в качестве заменителя желатина можно использовать и различные желе-суфле для приготовления десертов. Также можно использовать и покупной коллаген в таблетках. Если вы используете коллаген в таблетках, то разомните ее, размочите водой и также приступайте к приготовлению домашней маски. Я использую для домашних масок желатин, предназначенный для желе и суфле. Процесс приготовления масок на основе этого компонента очень простой. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится кефир, либо жирные сливки, в зависимости от вашего типа кожи. Если у вас сухой тип кожи, то для сегодняшней маски используйте жирные сливки. Если у вас жирный тип кожи или комбинированный, можно использовать кефир. Если у вас очень жирная кожа, то можно использовать обычную воду комнатной температуры, либо минеральную воду. Нужно взять 2 чайные ложки компонента, который подходит к вашему типу кожи. У меня комбинированный тип кожи, поэтому для сегодняшней маски я использую кефир. Тщательно вбейте все компоненты. Так как мой желатин имеет лимонную добавку и предназначен для приготовления желе, сегодняшняя маска будет со слегка желтоватым оттенком. В зависимости от того, какой желатин используете вы, оттенок маски будет варьироваться. Тщательно вбейте все компоненты. В процессе смешивания желатина его консистенция будет слегка меняться. На этом этапе должна получиться вот такая консистенция. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится сок алоэ. Можно использовать свежевыжатый сок алоэ. Также хорошо подойдет алоэ аптечный из ампул. Также можно использовать алоэ гель. Также можно использовать гель алоэ или алоэ вера. Если вы используете гелевую основу, то разведите гель водой комнатной температуры пропорции 1 к 1 и используйте для приготовления сегодняшней маски. Если вы используете обычный сок алоэ, то возьмите 1 чайную ложку сока алоэ. Алоэ также можно заменить соком огурца или соком капусты. Возьмите свежий огурец или капусту, натрите на очень мелкой терке и добавьте 1 чайную ложку этой кашицы в сегодняшнюю маску. Тщательно взбейте все компоненты, так, чтобы они вошли во взаимодействие. В процессе приготовления домашних масок не торопитесь. Тщательно вбивайте компоненты. От этого будет зависеть качество маски и тот эффект, который она окажет на вашу кожу. Все свои рецепты домашних масок я показываю в реальном режиме времени. Достаточно 7 или 8 минут, чтобы в домашних условиях приготовить качественную, омолаживающую антивозрастную маску.
Следующий ингредиент – это основной компонент. Нам понадобится касторовое масло. Касторовое масло отлично омолаживает кожу и хорошо подходит для домашнего приготовления масок. Для сегодняшней маски нужно взять 10 капель касторового масла, которое отлично смягчает кожу. И тщательно взбейте все компоненты. Для усиления увлажняющего эффекта в сегодняшнюю маску я рекомендую добавить также глицерин. Глицерин – это маслянистая, прозрачная, бесцветная жидкость, не имеющая запаха, со слегка сладковатым вкусом. Глицерин отлично подходит для увлажнения кожи, предотвращает обезвоженность кожи и также можно использовать для приготовления домашних масок. Не наносите глицерин в чистом виде на кожу, так как он может привести к обезвоженности. Возьмите также 10 капель глицерина. И также тщательно взбейте все компоненты, чтобы получилась однородная приятная консистенция. Для достижения наилучшего эффекта нанесите эту маску сразу после приготовления. Все домашние маски наносите на подготовленную кожу. Перед маской сделайте кислотный скраб или пилинг. Возьмите 3 или 4 таблетки ацетилсалициловой кислоты, размочите их водой комнатной температуры, нанесите на влажную умытую кожу лица, кожу шеи, кожу зоны декольте. Не наносите кислотную скатку на кожу вокруг глаз. Для жирного типа кожи кислотное очищение нужно делать 1 или 2 раза в неделю. Для сухого типа кожи кислотную скатку сделайте 1 или 2 раза в месяц. По кожным массажным линиям проскрабируйте кожу в течение 3 минут. Оставьте еще на 2 минуты. Смойте кислотную скатку по кожным массажным линиям. В момент смывания также проскрабируйте кожу. Затем промокните лицо махровым полотенцем и приступайте к нанесению сегодняшней маски. Нанесите маску по кожным массажным линиям, это линии наименьшего растяжения кожи. Также эту маску можно нанести на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Аккуратными вбивающими движениями нанесите маску и на кожу вокруг глаз. Держать маску нужно не более 20 минут. Затем размягчите лицо влажным махровым полотенцем и смойте водой комнатной температуры. Затем нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую и обнимаю, всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана, увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего, пока-пока.